Ты никогда не видел эту сторону Луны. И дело не в темноте. Оттуда невозможно передать сигнал. Невозможно управлять аппаратом. Невозможно даже понять, что там происходит в реальном времени. И все же мы туда добрались. В декабре 2020 года капсула упала в заснеженных степях внутренней Монголии. Внутри всего 1731 грамм лунного грунта, первый за 44 года. Но это не главное. Главное, откуда он был привезен. С места, которое десятилетиями оставалось полностью недоступным. И именно там скрывается ответ, который может изменить все, что мы знаем о Луне. Китайская миссия Чанэ-5 ознаменовала начало новой эры в исследовании Луны. Эры, в которой ключевые открытия совершаются не Соединенными Штатами и не Россией, а страной, которая еще полвека назад не имела собственной космической программы в современном понимании этого слова. Однако подлинный научный прорыв случился не с Чанэ-5, а 2 годами ранее, когда другой аппарат той же серии совершил посадку в месте, куда прежде не ступала нога ни одного земного механизма. 3 января 2019 года посадочный модуль Чанэ-4 коснулся поверхности кратера фон Карман, расположенного внутри гигантского бассейна Южного полюса, Эйткен, на обратной стороне Луны. Это была первая в истории мягкая посадка на ту половину лунной поверхности, которая никогда не видна с Земли. И то, что обнаружил этот аппарат и его шестиколесный ровер Юйту-2, заставило ученых по-новому взглянуть на историю формирования нашего естественного спутника. Чтобы понять значение китайских находок, необходимо сначала разобраться в том, почему обратная сторона Луны так долго оставалась недоступной для прямого исследования. Технические сложности здесь тесно переплетаются с особенностями лунной орбитальной механики. Луна находится в состоянии так называемого синхронного вращения. Период ее оборота вокруг собственной оси точно совпадает с периодом обращения вокруг Земли. Это означает, что с нашей планеты всегда видна одна и та же сторона лунной поверхности. Обратная сторона остается скрытой не из-за какой-то таинственности, а в силу элементарной небесной механики, сложившейся за миллиарды лет гравитационного взаимодействия. Первые фотографии обратной стороны человечество получило в 1959 году, благодаря советской автоматической станции «Луна-3». Качество тех снимков было весьма скромным по современным меркам, но они произвели настоящую революцию в представлениях о Луне. Оказалось, что обратная сторона разительно отличается от видимой. Там практически отсутствовали темные пятна морей, обширных базальтовых равнин, образовавшихся в результате древних извержений лунной лавы. Вместо них обратную сторону покрывал сплошной ковер кратеров всех размеров, от микроскопических до гигантских. Эта асимметрия сразу поставила перед наукой вопросы, на которые полные ответы не найдены до сих пор. Почему две стороны одного небесного тела так не похожи друг на друга? Версий выдвигалось множество. Одна из них связывала различия с толщиной лунной коры. На обратной стороне она существенно больше, что затрудняло выход магмы на поверхность. Другая указывала на распределение радиоактивных элементов в лунных недрах, которое могло быть неравномерным и обеспечивать более интенсивный вулканизм на видимой стороне. Третья гипотеза рассматривала влияние земного притяжения, создающего приливные силы, которые могли по-разному воздействовать на противоположные полушария молодой, еще горячей Луны. Вероятнее всего, истина включает элементы всех этих объяснений, но для проверки любой из версий требовались данные, собранные непосредственно на месте. Проблема заключалась в том, что посадка на обратную сторону представляла собой инженерную задачу принципиально иного порядка сложности, чем посадка на видимую. Аппарат, находящийся на обратной стороне Луны, не имеет прямой радиосвязи с Землей. Лунный шар полностью экранирует сигнал. Это означает, что невозможно ни передавать команды в реальном времени, ни получать телеметрию. Для пилотируемых экспедиций программы «Аполлон» такое ограничение было приемлемым. Астронавты ненадолго теряли связь, пролетая над обратной стороной, но посадки осуществлялись только на видимом полушарии. Для автоматических станций, полностью зависящих от связи с центром управления, работа на обратной стороне казалась невозможной. Китай решил эту проблему элегантным, хотя и дорогостоящим способом. В мае 2018 года, за 7 месяцев до основной миссии, к Луне был запущен спутник-ретранслятор Цюэцяо, что в переводе означает «сорочий мост», отсылка к китайской легенде о мосте из 40, соединяющем разлученных влюбленных. Этот аппарат был выведен в точку Лагранжа-Л, 2 системы Земля, Луна, расположенную примерно в 65 тысячах километров за Луной. В этой точке гравитационные влияния Земли и Луны уравновешиваются таким образом, что спутник может оставаться в относительно стабильном положении, откуда одновременно видны и обратная сторона Луны, и Земля.
Цюйцяо стал своеобразным зеркалом, отражающим радиосигналы между посадочным аппаратом и центром управления в Пекине. Место посадки было выбрано с учетом множества факторов – научной ценности, безопасности и технических ограничений. Кратер фон Карман, названный в честь венгерско-американского аэродинамика Теодора фон Кармана, имеет диаметр около 180 километров и расположен внутри гораздо более крупной структуры – бассейна Южного полюса – Эйткен. Этот бассейн является одним из крупнейших известных ударных образований в Солнечной системе. Его диаметр превышает 2500 километров, а глубина достигает 8 километров. Столкновение, создавшее его, произошло более 4 миллиардов лет назад и было настолько мощным, что могло пробить лунную кору насквозь, обнажив материал из глубинных слоев, мантии и, возможно, даже верхних горизонтов ядра. Именно это обстоятельство делало бассейн Южного полюса Эйткен приоритетной целью для исследований. Лунная кора, образовавшаяся в первые сотни миллионов лет после формирования спутника, представляет собой относительно однородный слой анартозитов, пород, богатых плагиоклазом. Но о составе мантии, лежащей под корой, известно гораздо меньше. Прямой доступ к мантийному веществу на Луне возможен только там, где древние удары вынесли его на поверхность. Бассейн Южного полюса Эйткен был наиболее вероятным кандидатом на роль такого окна в лунные недра. Чанэ-4 совершил посадку в точке с координатами 45,5 градуса южной широты и 177,6 градуса восточной долготы. Ровер Юйту-2 начал свое неторопливое путешествие по поверхности, анализируя грунт с помощью набора спектрометров и радаров. Первые результаты, опубликованные в мае 2019 года, вызвали значительный интерес в научном сообществе. Данные инфракрасного спектрометра ФНИС указывали на присутствие минералов, не характерных для типичного лунного реголита. В частности, были обнаружены признаки оливина и пироксена с низким содержанием кальция, минералов, типичных именно для мантийных пород. Оливин – это силикат железа и магния, один из главных компонентов верхней мантии Земли и, предположительно, других каменистых тел Солнечной системы. Его присутствие на поверхности Луны было известно и ранее, но в ограниченных количествах и в специфических геологических контекстах. Данные Юйту-2 свидетельствовали о том, что материал в кратере фон Карман содержит компоненты, которые могли быть выброшены из мантии во время формирования бассейна Эйткен. Это не означало, что ровер катался по чистой мантийной породе. Скорее, он исследовал смесь корового и мантийного материала, перемешанного бесчисленными последующими ударами. Но даже такая смесь несла в себе информацию о составе глубинных слоев Луны. Вместе с тем, интерпретация этих данных оказалась сложнее, чем первоначально предполагалось. Некоторые исследователи указывали на то, что спектральные сигнатуры можно объяснить и альтернативными механизмами. Например, оливин мог происходить не из первичной мантии, а из дифференцированных магматических тел, застывших в коре на ранних этапах лунной истории. Дебаты продолжаются до сих пор, и окончательный ответ смогут дать только лабораторные исследования образцов, доставленных непосредственно из этого региона. Именно поэтому миссия Чанэ-6, запущенная в 2024 году с целью забора грунта с обратной стороны Луны, имеет столь высокое значение. Помимо минералогических исследований, Чанэ-4 нес на борту низкочастотный радиотелескоп. Это был эксперимент совершенно иного рода, не имеющий прямого отношения к геологии Луны, но напрямую связанный с уникальными условиями обратной стороны. Дело в том, что обратная сторона Луны является единственным известным местом в ближнем космосе, полностью защищенным от земного радиошума. Наша планета излучает колоссальное количество радиоволн, от телевизионных передач до военных радаров, от мобильной связи до природных разрядов молний в атмосфере. Эти сигналы делают невозможным наблюдение Вселенной в определенных диапазонах длин волн, особенно в низкочастотной части спектра. Низкочастотное радиоизлучение несет уникальную информацию о космических явлениях, о межзвездной среде, о магнитных полях галактик, о процессах в ранней Вселенной. Но с поверхности Земли оно практически недоступно для наблюдений из-за поглощения ионосферой и из-за антропогенных помех. Обратная сторона Луны предоставляет естественную защиту. Толща лунных пород полностью блокирует земные радиосигналы. Радиотелескоп на Чанэ-4 был скромным по размерам и возможностям, скорее демонстратором технологии, чем полноценной обсерваторией. Но Кон доказал принципиальную возможность таких наблюдений и подготовил почву для будущих, более масштабных проектов.
Нельзя не отметить, что китайская лунная программа развивалась постепенно и методично, без рывков и без катастрофических неудач, которые нередко сопровождали космические программы других стран. Чанэ-1 в 2007 году вышла на лунную орбиту и составила подробную карту поверхности. Чанэ-2 в 2010 году продолжила картографирование с более низкой орбиты и более высоким разрешением. Чанэ-3 в 2013 году совершила мягкую посадку на видимой стороне, доставив первый китайский луноход Юйту. Каждая миссия была чуть сложнее предыдущей. Каждая решала новые технические задачи, готовя почву для следующего шага. Такой подход контрастирует с американской и советской практикой эпохи космической гонки, когда амбициозные сроки нередко приводили к авариям и потерям. Китай, не связанный необходимостью догонять соперника любой ценой, мог позволить себе двигаться в собственном темпе. Результатом стала серия из успешных миссий, ни одна из которых не закончилась полной неудачей. Даже первый Юйту, испытавший механические проблемы вскоре после посадки, продолжал частично функционировать гораздо дольше запланированного срока. Возвращаясь к научным результатам, следует подробнее остановиться на том, что исследования Юйту-2 рассказали о структуре лунной поверхности. Одним из ключевых инструментов ровера был георадар, способный просвечивать грунт на глубину в несколько десятков метров. Радарные данные показали сложную слоистую структуру подповерхностного слоя в районе посадки. Верхние несколько метров состояли из мелкодисперсного реголита, того самого лунного грунта, который образуется в результате постоянной бомбардировки поверхности микрометеоритами. Глубже залегали слои с более крупными обломками, чередующиеся с зонами относительно однородного материала. Эта слоистость отражает историю геологических событий в регионе. Каждый крупный удар создавал слой выбросов, который затем перерабатывался последующей микрометеоритной бомбардировкой. Чередование слоев указывает на то, что такие события происходили многократно на протяжении сотен миллионов и миллиардов лет. Анализ радарных профилей позволяет в принципе восстановить хронологию этих событий, хотя для точной датировки необходимы дополнительные данные. Примечательно, что георадарные исследования выявили неожиданно большую глубину реголитового слоя в некоторых точках маршрута Юйту-2. Это согласуется с гипотезой о том, что дно кратера фон Карман покрыто мощным слоем переработанного материала, накопившегося за миллиарды лет. Однородность и мелкодисперсность этого материала свидетельствуют о долгой истории переработки, когда первичные породы, будь то коровые или мантийные, неоднократно дробились, перемешивались и снова уплотнялись. Другим важным направлением исследований стало изучение космической радиации на поверхности Луны. Лунный посадочный модуль нес дозиметр, разработанный совместно с немецкими партнерами. Луна лишена глобального магнитного поля и атмосферы, которые на Земле защищают поверхность от большинства космических лучей. Это означает, что любой астронавт, находящийся на Луне, подвергается значительно более высоким дозам радиации, чем на околоземной орбите, где магнитосфера все еще обеспечивает частичную защиту. Измерения Чанэ-4 дали первые прямые данные о радиационной обстановке на лунной поверхности, не основанные на экстраполяции орбитальных измерений или расчетах. Результаты оказались в целом ожидаемыми, но их точность и детальность превзошли все предыдущие оценки. Суточная доза радиации на поверхности Луны составила около 1,4 мг, примерно в 200 раз выше, чем на уровне моря на Земле, и в 2-3 раза выше, чем на Международной космической станции. Эти данные имеют прямое практическое значение для планирования будущих пилотируемых миссий. Они указывают на необходимость эффективной радиационной защиты для долговременных лунных баз, будь то специальное укрытие, использование лунного грунта в качестве защитного слоя или размещение жилых модулей в естественных пещерах, лавовых трубках, существование которых на Луне подтверждено орбитальными наблюдениями. Интерес к лавовым трубкам, к слову, значительно вырос именно в контексте планов долговременного освоения Луны. Эти протяженные подземные полости, образовавшиеся в результате остывания потоков лавы, могут достигать километров в длину и десятков метров в диаметре. Толща породы над ними обеспечивает естественную защиту от радиации, температурных перепадов и микрометеоритов. Некоторые исследователи рассматривают лавовые трубки как оптимальные места для размещения первых постоянных лунных поселений. Однако детальное исследование этих структур требует миссий нового типа, способных проникать под поверхность. Вернемся к вопросу о различиях между видимой и обратной сторонами Луны, которые исследования Чанэ-4 помогли прояснить, хотя и не разрешили окончательно.
Одна из наиболее обоснованных современных гипотез связывает эту асимметрию с распределением теплогенерирующих элементов – урана, тория и калия – в ранней Луне. Эти элементы, распадаясь, выделяют тепло, которое могло поддерживать вулканическую активность в течение длительного времени. Данные орбитальных гамма-спектрометров показывают, что концентрация этих элементов на видимой стороне существенно выше, чем на обратной. Это могло привести к более интенсивному и более продолжительному вулканизму на видимой стороне, результатом которого стало образование обширных морей. Но почему теплогенерирующие элементы распределены так неравномерно? Одна из версий предполагает, что это связано с самим процессом формирования Луны. Согласно доминирующей гипотезе, Луна образовалась в результате столкновения молодой Земли с телом размером с Марс около 4,5 миллиарда лет назад. Выброшенный в результате этого столкновения материал образовал диск вокруг Земли, из которого затем сконденсировалась Луна. Этот процесс был чрезвычайно сложным и мог привести к неравномерному распределению различных элементов в формирующемся теле. Другая версия связывает асимметрию с поздним приливным взаимодействием. В первые сотни миллионов лет после формирования Луна находилась гораздо ближе к Земле, чем сейчас, и приливные силы были значительно сильнее. Эти силы могли вызвать внутреннее течение магмы в еще горячем лунном теле, постепенно концентрируя более плотные и более радиоактивные компоненты на одной стороне. Полная проверка этой гипотезы требует точного знания состава глубинных слоев Луны. Именно того, что пытается выяснить китайская программа. Следует сказать несколько слов о более широком контексте, в котором разворачивается современное исследование Луны. После завершения программы «Аполлон» в 1972 году и советских автоматических миссий в середине 1970-х, Луна на десятилетия отошла на второй план космических исследований. Внимание переключилось на околоземные орбитальные станции, на исследования Марса, внешних планет и их спутников. Луна казалась достаточно изученной и не представляющей первостепенного научного интереса. Это отношение начало меняться в 1990-е годы, когда орбитальные аппараты нового поколения обнаружили признаки водяного льда в постоянно затененных кратерах полярных регионов Луны. Вода, или водяной лед, радикально меняет перспективы освоения Луны. Она может служить источником питьевой воды для астронавтов, исходным материалом для получения кислорода для дыхания и, что особенно важно, сырьем для производства ракетного топлива. Водород и кислород, получаемые электролизом воды, являются компонентами одного из наиболее эффективных видов ракетного топлива. Возможность производить топливо непосредственно на Луне радикально снижает стоимость дальнейших космических полетов, поскольку не требуется поднимать с Земли огромные массы топлива для обратного пути. Подтверждение наличия водяного льда на Луне пришло из нескольких независимых источников. Индийский орбитальный аппарат Чандраян-1 в 2008-2009 годах обнаружил спектральные признаки воды и гидроксильных групп на лунной поверхности. Американский аппарат Элкросс в 2009 году целенаправленно врезался в постоянно затененный кратер, и анализ выброшенного облака подтвердил присутствие водяного льда. Однако детальная картина распределения воды на Луне до сих пор остается неполной. Сколько именно там льда? В какой форме он существует? В виде чистых ледяных отложений, смешанный с грунтом или химически связанный в минералах? Насколько трудно его извлекать? Ответы на эти вопросы имеют критическое значение для практического освоения Луны. Китайские миссии внесли свой вклад в понимание лунной гидросферы, хотя их основные цели лежали в других областях. Чанэ-5 доставила образцы из региона, где, по орбитальным данным, присутствовали следы воды, связанной в минералах. Лабораторные исследования этих образцов дали интересные результаты. Содержание воды оказалось низким, но измеримым, что согласуется с моделью постепенного накопления воды из солнечного ветра, несущего ионы водорода, которые соединяются с кислородом в лунных минералах. Теперь обратимся к миссии Чанэ-6, которая стала логическим продолжением работы на обратной стороне. Эта миссия, осуществленная в 2024 году, имела своей целью забор грунта из бассейна Южного полюса, Эйткон, и его доставку на Землю. Впервые в истории ученые получили возможность изучать образцы с обратной стороны Луны в земных лабораториях, используя весь арсенал современных аналитических методов. Значение этого события трудно переоценить. Образцы лунного грунта, собранные программой «Аполлон» и советскими автоматическими станциями, были взяты исключительно с видимой стороны и из ограниченного числа геологических регионов. Место посадки Чанэ-6 было выбрано в кратере Аполлон, также расположенном внутри бассейна Южного полюса, Эйткон, но в другом его секторе, чем Чанэ-4.
Это позволило получить образцы с иными геологическими характеристиками и сравнить их с данными предыдущей миссии. Инженерная схема миссии была чрезвычайно сложной. Посадочный аппарат должен был не только совершить посадку на обратной стороне с использованием того же спутника-ретранслятора Цюэцяо-2, преемника первоначального ретранслятора, но и собрать образцы грунта, поместить их в возвращаемую капсулу, запустить эту капсулу обратно на лунную орбиту, осуществить ее стыковку с орбитальным модулем и затем отправить к Земле. Такая архитектура миссии, включающая взлет с поверхности другого небесного тела и стыковку на орбите, представляет собой одну из наиболее сложных схем в автоматическом космоплавании. Успешное выполнение всех этапов продемонстрировало зрелость китайской космической техники и способность решать задачи высочайшего уровня сложности. Капсула с образцами успешно вернулась на Землю 25 июня 2024 года, доставив около 1,9 килограмма лунного грунта – рекордное количество для автоматической миссии. Лабораторный анализ этих образцов продолжается и будет продолжаться еще долгие годы. Первые результаты, опубликованные в научных журналах, указывают на специфический состав, отличающийся от образцов с видимой стороны. В частности, наблюдается более низкое содержание титана и более высокое содержание магния, что согласуется с гипотезой о вкладе мантийного материала. Также фиксируются различия в изотопном составе некоторых элементов, которые могут нести информацию о процессах в ранней Солнечной системе. Изотопный анализ является одним из наиболее мощных инструментов планетологии. Различные изотопы одного элемента образуются в разных ядерных процессах и ведут себя немного по-разному в химических реакциях из-за различий в атомных массах. Соотношение изотопов в образце породы может указывать на то, в каких условиях эта порода формировалась, какие процессы она претерпела, сколько времени прошло с момента ее кристаллизации. Лунные образцы особенно ценны для изотопного анализа, поскольку Луна лишена атмосферы и геологической активности, которые на Земле постоянно перерабатывают древние породы. На Луне сохранились образования, практически не изменившиеся с момента их формирования более 4 миллиардов лет назад. Здесь уместно сказать о более широком вопросе: что вообще можно узнать о Солнечной системе, изучая Луну? Ответ несколько неожиданный: очень многое. Луна является своеобразным архивом ранней истории Солнечной системы. Ее поверхность сохранила следы бомбардировки, которую внутренние планеты переживали в первый миллиард лет своего существования. На Земле эти следы практически стерты тектонической активностью, эрозией и жизнью. На Луне они сохранились почти в первозданном виде. Исследования лунных кратеров и их датировка позволили установить хронологию событий, которую затем применяют ко всей внутренней Солнечной системе. В частности, анализ образцов, доставленных миссиями «Аполлон», выявил так называемую позднюю тяжелую бомбардировку, период примерно от 4,1 до 3,8 миллиарда лет назад, когда интенсивность столкновений резко возросла по сравнению с предшествующим периодом. Причины этого события до сих пор дискутируются. Одна из гипотез связывает его с перестройкой орбит внешних планет, которая дестабилизировала популяции малых тел во внешней Солнечной системе. Но даже само существование этого события ставилось под сомнение некоторыми исследователями, и образцы с различных участков Луны могут помочь уточнить эту картину. Вернемся к практическим аспектам лунной программы Китая. Помимо научных целей, она имеет очевидные технологические и политические измерения. Каждая успешная миссия демонстрирует способность китайской промышленности производить космические аппараты мирового класса. Эти миссии также обеспечивают подготовку инженерных кадров, отработку технологий, которые могут быть применены в будущих еще более амбициозных проектах. Китай официально планирует пилотируемую высадку на Луну в районе 2030 года. Для этого разрабатывается новая сверхтяжелая ракета-носитель ЦЗ-10 и пилотируемый корабль нового поколения. Автоматические миссии серии Чанэ служат, среди прочего, для отработки технологий мягкой посадки, работы на поверхности и возвращения, которые необходимы для пилотируемых полетов. В этом смысле китайский подход повторяет логику американской программы 1960-х годов, когда автоматические сервиоры и лунар-орбитеры готовили почву для Аполлонов. Примечательно, однако, и существенное различие в контекстах. Программа «Аполлон» разворачивалась в условиях острого геополитического соперничества с Советским Союзом. Политическая мотивация была доминирующей, а научные цели нередко рассматривались как вторичные. Китайская программа, при всей ее очевидной связи с национальным престижем, развивается в иных обстоятельствах. Нет конкретного соперника, которого необходимо обогнать к определенному сроку.
Это позволяет планировать более рационально, хотя, разумеется, политические соображения никуда не исчезают. Международное сотрудничество в китайской лунной программе имеет специфический характер. Законодательство США запрещает НАСА прямое сотрудничество с Китаем в космической области. Это ограничение, введенное в 2011 году поправкой Вольфа, не распространяется на научный обмен данными, публикацию результатов в открытых журналах и участие китайских ученых в международных конференциях, но оно исключает возможность совместных миссий или размещения американских инструментов на китайских аппаратах. Тем не менее, Китай активно сотрудничает с Европейским космическим агентством, с отдельными европейскими странами, с Россией и рядом других государств. На борту Чанэ-4 находились инструменты, разработанные в Германии, Нидерландах и Швеции. На Чанэ-6 были установлены французские и итальянские приборы. Эта картина избирательного сотрудничества отражает более широкую структуру международных отношений в космической сфере. Исследование Луны, как и космическая деятельность в целом, является одновременно областью научного сотрудничества и ареной технологического и геополитического соперничества. Эти два измерения сосуществуют, иногда гармонично, иногда создавая напряженность. Результаты китайских миссий публикуются в международных научных журналах, обсуждаются на конференциях, используются исследователями по всему миру. Но сами технологии, инженерные решения, результаты опытно-конструкторских работ остаются национальным достоянием. Следует также отметить растущий интерес других космических держав к Луне, который создает контекст для китайских миссий. Индия успешно посадила свой аппарат Чандраян-3 вблизи Южного полюса Луны в 2023 году. Япония совершила мягкую посадку с аппаратом SLIM в начале 2024 года. США через программу CLPS Commercial Lunar Payload Services возвращаются к лунным посадкам после многодесятилетнего перерыва, хотя пока с переменным успехом. Посадки Перегрина и Одиссея в 2024 году были частично успешными, но выявили серьезные технические проблемы. Российская попытка посадки с аппаратом Луна-25 в 2023 году закончилась аварией. Этот контекст показывает, что китайская лунная программа – не изолированное явление, а часть глобального тренда возвращения к Луне. Однако по масштабу, последовательности и результативности китайская программа на данный момент лидирует среди всех участников, кроме исторических достижений США и СССР. Это лидерство не является случайным. Оно отражает десятилетия целенаправленных инвестиций в космическую отрасль, подготовку кадров, развитие промышленных мощностей. Теперь обратимся к более детальному рассмотрению того, что именно было обнаружено в образцах, доставленных китайскими миссиями, и как эти находки соотносятся с нашими представлениями о лунной геологии. Образцы Чанэ-5, взятые из региона океана Бурь на видимой стороне Луны, оказались значительно моложе, чем все предыдущие образцы. Датировка показала возраст около 2 миллиардов лет. Это самый молодой лунный вулканический материал, когда-либо исследованный в лабораторных условиях. Для сравнения, образцы Аполлона и советских миссий имели возраст от 3 до 4 миллиардов лет. Этот результат имеет важное значение для понимания тепловой истории Луны. Согласно стандартным моделям, такое малое небесное тело, как Луна, должно было остыть и прекратить вулканическую активность значительно раньше. Обнаружение лав возрастом 2 миллиарда лет указывает на то, что либо Луна охлаждалась медленнее, чем предполагалось, либо внутренние источники тепла, радиоактивный распад, приливной нагрев, были более эффективными, чем следовало из расчетов. Возможно также, что определенные компоненты лунной мантии имели более низкую температуру плавления, позволяя сохранять вулканическую активность при сравнительно низких температурах. Еще одно неожиданное открытие, сделанное при анализе образцов Чанэ-5, касается воды. Исследователи обнаружили микроскопические стеклянные шарики, содержащие следы воды. Эти шарики образуются при ударах микрометеоритов. Энергия удара плавит частицы грунта, и они застывают в форме маленьких сфер. Вода в этих шариках, по всей видимости, происходит из солнечного ветра. Протоны, летящие от Солнца, внедряются в лунную породу и соединяются с кислородом минералов, образуя гидроксильные группы и молекулы воды. Стеклянные шарики могут действовать как своеобразные резервуары, накапливающие эту воду. Этот механизм представляет потенциальный интерес для будущего освоения Луны. Если стеклянные шарики распространены по всей лунной поверхности и содержат измеримое количество воды, они могут служить распределенным ресурсом, не привязанным к полярным холодным ловушкам. Извлечение воды из шариков потребует нагрева грунта, что технически осуществимо.
Однако экономическая целесообразность такого подхода остается под вопросом и будет зависеть от конкретных концентраций и технических параметров извлечения. Здесь уместно сделать отступление о том, как развивается наука о Луне в целом. Эта наука, селенология, как ее иногда называют по аналогии с геологией, переживает второй золотой век. Первый пришелся на эпоху Аполлона, когда лавина данных от пилотируемых и автоматических миссий радикально изменила представление о Луне. Затем последовало несколько десятилетий относительного затишья, когда ученые в основном обрабатывали уже собранные материалы. Теперь, с появлением новых орбитальных аппаратов высокого разрешения и новых образцов, наука о Луне вступает в новый период интенсивного развития. Особую роль в этом развитии играет сочетание дистанционных и лабораторных методов. Орбитальные аппараты, такие как американский ЛРО, индийский Чандраян, китайские аппараты серии Чанэ и другие, обеспечивают глобальный обзор с высоким пространственным разрешением. Они составляют топографические карты, карты распределения химических элементов, карты температуры и многое другое. Но орбитальные методы имеют принципиальные ограничения. Они не могут дать той детальности, которую обеспечивает лабораторный анализ. Образцы грунта позволяют определить точный минеральный состав, изотопные соотношения, микроструктуру кристаллов, следы космического облучения и множество других характеристик, недоступных для дистанционного зондирования. Связь между орбитальными и лабораторными данными позволяет калибровать дистанционные измерения. Если известно, что образец из определенного места имеет такой-то состав, а орбитальный спектрометр показывает для этого места определенный сигнал, можно использовать эту связь для интерпретации спектров из других мест, откуда образцы еще не получены. Чем больше точек привязки, то есть мест, откуда есть и орбитальные данные, и образцы, тем точнее становятся глобальные карты. Китайские миссии существенно расширили набор таких точек привязки, добавив образцы из ранее не представленных регионов. Рассмотрим теперь более подробно историю исследования Луны автоматическими аппаратами, чтобы понять, какое место в ней занимают китайские достижения. Первая мягкая посадка на Луну была осуществлена советским аппаратом Луна-9 в феврале 1966 года. Затем последовали американские сервийоры 1966, 1968 и советские аппараты серии Луна и Луноход. Луноход-1 1970 и Луноход-2 1973 остаются единственными советскими луноходами. Оба успешно работали на поверхности в течение нескольких месяцев. Советская программа также включала 3 успешных миссии по доставке грунта на Землю. Луна-16 1970, Луна-20 1972 и Луна-24 1976. После этого Луна оставалась без посетителей до конца 20 века. Возобновление интереса пришлось на 1990-е годы. Американские аппараты Клементина, 1994 год, и Лунар Проспектор, 1998-1999 годы, провели глобальное картографирование с орбиты, обнаружив, в частности, косвенные признаки водяного льда в полярных кратерах. Европейский аппарат Смарт-1 достиг Луны в 2004 году. Затем началась серия азиатских миссий. Японская Кагуя от 2007 до 2009, китайская Чанэ-1 от 2007 до 2009, индийская Чандраян-1 от 2008 до 2009. Все эти аппараты были орбитальными. Первая мягкая посадка 21 века была осуществлена китайским аппаратом Чанэ-3 в декабре 2013 года. Это событие положило конец 37-летнему перерыву в лунных посадках и ознаменовало появление Китая как полноправного участника исследования Луны. За Чанэ-3 последовали Чанэ-4 2019, Чанэ-5 2020 и Чанэ-6 2024. Каждая миссия была технически сложнее предыдущей, каждая решала новые задачи. Примечательно, что из 4 успешных мягких посадок на Луну с 2013 года 3 осуществлены Китаем: индийская Чандраян-3 2023 и японская Слим 2024 присоединились к этому небольшому клубу, но их технические возможности были более ограниченными. Этот факт наглядно демонстрирует, насколько сложной остается задача мягкой посадки на Луну, несмотря на 6 десятилетий космической эры. Сложность лунной посадки связана с несколькими факторами.
Отсутствие атмосферы означает, что торможение возможно только с помощью реактивных двигателей. Парашюты, спасшие столько земных космических аппаратов, на Луне бесполезны. Гравитация Луны, хотя и в 6 раз слабее земной, достаточно сильна, чтобы вызвать катастрофу при жесткой посадке. Связь с Землей имеет задержку в несколько секунд, что делает невозможным прямое управление в реальном времени. Посадка должна осуществляться автоматически. Поверхность Луны изрыта кратерами и покрыта валунами, что требует систем распознавания опасности и уклонения от них. Все эти факторы вместе создают чрезвычайно высокий технический барьер, который многие миссии не смогли преодолеть. История аварий на Луне внушительна. Израильский частный аппарат Берешит разбился в 2019 году. Индийская Чандраян-2, посадочный модуль Викрам, потерпела неудачу в том же году. Японский аппарат Хакуто-Р разбился в 2023 году. Российская Луна-25 потерпела крушение в 2023 году. Американские частные аппараты Перегрин и Одиссей в 2024 году, хотя и достигли лунной поверхности, но с серьезными проблемами. Первый не смог совершить посадку из-за утечки топлива, второй приземлился, но опрокинулся на бок. Эти неудачи показывают, что даже с современными технологиями посадка на Луну остается рискованным предприятием. На этом фоне безупречная серия китайских посадок выглядит особенно впечатляюще. Это достижение отражает не только высокий уровень инженерной культуры, но и методический подход, при котором каждая следующая миссия опирается на отработанные решения предыдущей. Риски минимизируются за счет консервативного проектирования и тщательного тестирования. Такой подход требует времени и ресурсов, но обеспечивает надежность. Обратимся теперь к вопросу о том, что планируется на ближайшие годы. Китайская лунная программа продолжает развиваться. Миссия Чанэ-7, запланированная приблизительно на 2026 год, нацелена на исследование южного полярного региона Луны. Этот регион представляет особый интерес из-за присутствия постоянно затененных кратеров, где может сохраняться водяной лед. Чанэ-7 будет включать орбитальный аппарат, посадочный модуль, ровер и небольшой прыгающий зонд, способный перемещаться в затененные области, куда обычный колесный ровер не может добраться. Миссия Чанэ-8, запланированная примерно на 2028 год, должна начать создание технологической базы для будущей лунной станции. На этом аппарате планируется отработать технологии использования местных ресурсов, прежде всего получение воды и кислорода из лунного грунта. Это направление, известное как ISRU – In Situ Resource Utilization – использование ресурсов на месте, считается ключевым для перехода от эпизодических экспедиций к постоянному присутствию. Конечной целью китайской программы является создание Международной лунной исследовательской станции ИЛРС в сотрудничестве с Россией и рядом других стран. Эта станция должна начать функционировать в автоматическом режиме в начале 2030-х годов и позднее перейти к периодическому присутствию экипажей. Станция планируется в районе Южного полюса Луны, где доступны как постоянно затененные области для добычи льда, так и возвышенности с почти непрерывным солнечным освещением для энергоснабжения. Американская программа Артемида имеет схожие цели, но идет другим путем, с большим упором на пилотируемые миссии с более ранних этапов. Первая высадка американских астронавтов на Луну по программе Артемида первоначально планировалась на 2024 год, затем была перенесена на 2025 и может быть отложена еще. Сложности с разработкой посадочного модуля, порученной компанией SpaceX, скафандров и наземной инфраструктуры создают неопределенность в графике. Тем не менее, общее направление движения остается неизменным. И США и Китай нацелены на долгосрочное присутствие на Луне. Здесь уместно задать вопрос о мотивации этого возвращения к Луне. Почему после полувекового перерыва человечество вновь обращает внимание на своего ближайшего космического соседа? Ответ многомерен и включает научные, технологические, экономические и геополитические компоненты. Научная мотивация связана с осознанием того, сколько еще не исследовано. Миссии «Аполлон» охватили 6 точек на видимой стороне Луны, все в экваториальных и средних широтах. Обратная сторона – полярные регионы, древние бассейны – все это оставалось за пределами прямого изучения. Новые технологии позволяют ставить новые вопросы о распределении воды, о составе глубинных слоев, о хронологии бомбардировки ранней Солнечной системы, о возможности использования Луны как платформы для астрономических наблюдений. Технологическая мотивация связана с подготовкой к более дальним полетам.
Луна рассматривается как испытательный полигон для технологий, которые потребуются на Марсе и далее: систем жизнеобеспечения замкнутого цикла, роботизированного строительства, производства топлива из местных ресурсов, долгосрочного существования в условиях космической радиации. Отрабатывать эти технологии на Луне, находящейся всего в 3 днях полета от Земли, несравненно проще и дешевле, чем на Марсе, куда лететь полгода. Экономическая мотивация пока остается скорее потенциальной, чем актуальной, но все чаще обсуждается. Лунные ресурсы, водяной лед, редкоземельные элементы, гелий-3 могут приобрести коммерческую ценность по мере развития космической инфраструктуры. Гелий-3, в частности, рассматривается как потенциальное топливо для термоядерных реакторов будущего. Его запасы на Луне оцениваются в миллионы тонн, в то время как на Земле он практически отсутствует. Разумеется, коммерческая добыча лунных ресурсов остается делом далекого будущего, но закладывание основ для нее может иметь смысл уже сейчас. Геополитическая мотивация наиболее очевидна и, возможно, наиболее значима в краткосрочной перспективе. Присутствие на Луне является демонстрацией технологических возможностей и национального престижа. Страны, способные достичь Луны, тем самым заявляют о своем статусе ведущих технологических держав. Конкуренция между программами Артемида и ILRS во многом определяется этим измерением. Не столько стремлением к конкретным ресурсам или открытиям, сколько желанием не уступить стратегическому сопернику. В этом контексте научные результаты китайской программы приобретают дополнительное значение. Они демонстрируют, что китайские миссии не только успешны в инженерном отношении, но и приносят подлинный научный вклад. Публикации в ведущих международных журналах, таких как Science, Nature, Journal of Geophysical Research, показывают, что результаты принимаются мировым научным сообществом как достоверные и значимые. Это важно для легитимации программы как научного предприятия, а не только политического проекта. Рассмотрим теперь, какие вопросы остаются открытыми и какие исследования могут дать на них ответы. Одним из ключевых нерешенных вопросов является точный механизм формирования Луны. Гипотеза гигантского столкновения, согласно которой Луна образовалась из обломков, выброшенных при столкновении молодой Земли с телом размером с Марс, является на сегодня стандартной. Однако детали этого сценария продолжают уточняться. Каким был состав тела ударника? Каким было распределение материала между Луной и восстановившейся Землей? Почему изотопный состав Луны так близок к земному, хотя при случайном столкновении ожидалось бы большее различие? Образцы с разных участков Луны, особенно из глубинных слоев, обнаженных в крупных бассейнах, могут дать ключи к этим вопросам. Анализ изотопов кислорода, вольфрама, титана и других элементов позволяет проверять различные версии сценария формирования. Китайские образцы с обратной стороны особенно ценны, поскольку они происходят из региона, который, согласно некоторым моделям, мог сохранить более первичный состав, менее затронутый последующим вулканизмом. Другой важный вопрос касается хронологии ранней Солнечной системы. Существовал ли пик бомбардировки около 3,9 миллиарда лет назад? Или интенсивность ударов снижалась монотонно? Была ли поздняя тяжелая бомбардировка единым катастрофическим событием или серией менее интенсивных эпизодов? Ответы на эти вопросы имеют значение не только для понимания Луны, но и для истории Земли и, возможно, происхождения жизни. Дело в том, что период от 3,9 до 3,8 миллиарда лет назад примерно совпадает с появлением первых признаков жизни на Земле. Если в это время интенсивность бомбардировки была особенно высокой, это создавало бы неблагоприятные условия для жизни. Однако столкновения могли также доставлять на Землю воду и органические молекулы, необходимые для жизни. Понимание того, когда и как прекратилась интенсивная бомбардировка, может помочь определить временное окно, в которое жизнь могла возникнуть и закрепиться. Лунные образцы являются наилучшим источником информации о хронологии бомбардировки, поскольку на Луне следы древних ударов не уничтожаются геологическими процессами. Но для точной хронологии необходимо датировать образцы из множества кратеров разного возраста. Миссии «Аполлон» дали образцы преимущественно из западных морей, образовавшихся в относительно узком временном интервале. Китайские миссии расширяют этот диапазон. Чанэ-5 дала самые молодые образцы. Чанэ-6, возможно, одни из самых древних. Следует также упомянуть вопрос о внутренней структуре Луны, который остается открытым. Данные сейсмических экспериментов Аполлона показали, что Луна имеет кору, мантию и, вероятно, небольшое ядро. Однако размер, состав и состояние ядра, жидкое оно, твердое или частично жидкое, точно не установлены.
Современные методы анализа, примененные к старым данным Аполлона, дают противоречивые результаты. Новые сейсмические эксперименты могли бы разрешить эти противоречия, но для этого нужны новые сейсмометры на поверхности Луны. Китайские миссии пока не включали сейсмические эксперименты того типа, что проводились Аполлоном, но планы на будущие миссии могут это изменить. Также обсуждается возможность размещения на Луне сети из нескольких сейсмометров, которая дала бы гораздо более полную картину внутренней структуры, чем одиночные станции. Вернемся к теме обратной стороны Луны и попробуем суммировать, что же на самом деле там нашли. Результаты можно разделить на несколько категорий. Во-первых, подтверждено, что геология обратной стороны существенно отличается от видимой. Отсутствие обширных базальтовых морей, более мощная кора, иной состав поверхностных пород – все это было известно по орбитальным данным, но получило прямое подтверждение на месте. Во-вторых, обнаружены признаки мантийного материала, вынесенного на поверхность древними ударами. Это не означает, что ровер ехал по чистой мантии, скорее он исследовал сложную смесь, в которой присутствуют компоненты глубинного происхождения. Тем не менее, это первое прямое обнаружение такого материала на лунной поверхности. В-третьих, получены детальные данные о подповерхностной структуре, показывающие сложную слоистость, отражающую историю накопления ударных выбросов. Эти данные помогают реконструировать геологическую историю региона. В-четвертых, проведены измерения радиационной обстановки, имеющие прямое практическое значение для будущих пилотируемых миссий. В-пятых, продемонстрирована возможность низкочастотных радиоастрономических наблюдений с обратной стороны, защищенной от земных помех. В-шестых, миссия Чанэ-6 доставила образцы с обратной стороны на Землю, что позволяет проводить лабораторные исследования беспрецедентного уровня детальности. Полные результаты этих исследований еще предстоит опубликовать. Эти находки не содержат сенсационных открытий в обывательском смысле, ни следов внеземной жизни, ни доказательств инопланетного вмешательства, ни других ошеломляющих результатов. Реальная наука редко производит такие открытия. Вместо этого идет постепенное, кропотливое накопление данных. Каждое новое измерение чуть-чуть уточняет картину, чуть-чуть сдвигает границы знания. Однако в совокупности эти уточнения ведут к принципиально новому пониманию. Наука о Луне 2000-х годов отличается от науки о Луне 1970-х не меньше, чем те достижения отличались от представлений до начала космической эры. И китайская программа играет ключевую роль в этом прогрессе. В заключение этого обзора следует сказать несколько слов о более широком значении происходящего. Исследование Луны – это не только получение знаний о конкретном небесном теле, это расширение сферы человеческой деятельности за пределы Земли. Это развитие технологий, которые могут найти применение далеко за рамками космонавтики. Это международное сотрудничество и конкуренция, формирующие новые формы взаимодействия между государствами. Это инвестиции в образование и науку, готовящие новое поколение исследователей и инженеров. Китайская лунная программа является частью этого более широкого процесса. Ее успехи – вот не только достижения одной страны, но и вклад в общечеловеческое знание. Образцы, доставленные на Землю, изучаются учеными по всему миру. Данные публикуются в открытых журналах. Методы и технологии, отработанные в этих миссиях, рано или поздно становятся достоянием всей космической отрасли. История исследования космоса показывает, что монополия на знания недолговечна. То, что было государственной тайной вчера, становится учебником для студентов завтра. Конкуренция между державами ускоряет прогресс, но ее плоды достаются всему человечеству. Китайские находки на обратной стороне Луны – очередное подтверждение этого принципа. Они расширяют наше понимание Луны, Земли и Солнечной системы, независимо от того, под каким флагом были осуществлены миссии. И, возможно, главный урок этих исследований заключается в том, что даже самый ближайший космический сосед Земли – тело, за которым человечество наблюдает с доисторических времен, которое посещали астронавты более полувека назад, продолжает хранить загадки. Каждая новая миссия приносит не только ответы, но и новые вопросы. Каждый новый образец открывает неожиданные детали. Луна, оказавшаяся исчерпанной темой в конце 20 века, оказалась неисчерпаемой, как и сама наука, как и само познание. Возвращаясь к вопросу о мантийном материале, обнаруженном в районе кратера фон Карман, необходимо более детально рассмотреть, почему эта находка имеет такое принципиальное значение для понимания эволюции Луны и шире всех каменистых тел Солнечной системы. Мантия любой планеты или крупного спутника представляет собой слой, расположенный между корой и ядром, и именно в мантии сосредоточена основная масса силикатного вещества небесного тела.
Химический и минералогический состав мантии определяет, какие породы будут образовываться при вулканической активности, какие элементы будут концентрироваться в коре, как будет протекать тепловая эволюция тела на протяжении миллиардов лет. Для Земли изучение мантии возможно несколькими путями. Вулканическая активность периодически выносит на поверхность фрагменты мантийных пород в виде так называемых ксенолитов, включений, захваченных магмой при подъеме из глубины. Тектонические процессы иногда обнажают древние мантийные породы в горных массивах, таких как афеолитовые комплексы. Наконец, сейсмология позволяет косвенно судить о свойствах мантии по скорости прохождения сейсмических волн. Для Луны большинство этих методов недоступно. Вулканическая активность прекратилась около 2 миллиардов лет назад, тектоника отсутствует, а сейсмические данные, полученные программой Аполлон, охватывают ограниченную область и имеют значительные неопределенности. В этих условиях единственный способ получить прямую информацию о составе лунной мантии – найти места, где древние удары вынесли мантийный материал на поверхность. Теоретические расчеты показывают, что для этого необходим удар достаточной мощности, чтобы пробить кору насквозь. На видимой стороне Луны толщина коры составляет в среднем около от 30 до 40 километров. На обратной стороне она существенно больше – до 60-70 километров в некоторых регионах. Бассейн Южного полюса, Эйткен, является крупнейшей из известных ударных структур на Луне и одной из крупнейших в Солнечной системе. Глубина его дна относительно окружающей поверхности достигает 8 километров, что с учетом толщины коры дает основание полагать, что при его формировании мантия была обнажена. Однако ситуация сложнее, чем может показаться. Удар, создавший бассейн, произошел более 4 миллиардов лет назад. За прошедшее время поверхность подвергалась постоянной бомбардировке более мелкими телами, которая перемешивала и дробила породы. Кроме того, после формирования бассейна на его дне могли происходить вулканические излияния, покрывая первичные породы слоем базальтов. Наконец, выбросы от ударов в других регионах Луны оседали на поверхность бассейна, добавляя чужеродный материал. В результате, то, что находится на поверхности сегодня, представляет собой сложную смесь компонентов разного происхождения и разного возраста. Именно поэтому интерпретация данных Юйту-2 требует осторожности. Инфракрасные спектры указывают на присутствие оливина и низкокальциевого пироксена – минералов, характерных для мантии. Но те же минералы могут образовываться и в других условиях – в дифференцированных магматических телах внутри коры, в выбросах от ударов, испытавших частичное плавление. Для однозначного вывода о мантийном происхождении необходимо знать точный химический состав, соотношение элементов, изотопные характеристики. Эти данные может дать только лабораторный анализ образцов. Миссия Чанэ-6 была призвана заполнить именно этот пробел. Образцы, доставленные с обратной стороны, позволяют провести детальный анализ, недоступный для дистанционных методов. К моменту написания этого текста полные результаты лабораторных исследований еще не опубликованы, но первые данные указывают на ряд интересных особенностей. В частности, изотопный состав некоторых элементов отличается от того, что наблюдалось в образцах с видимой стороны. Эти различия могут отражать либо разные источники материала, либо разные условия его формирования, либо и то, и другое. Одним из ключевых инструментов для анализа лунных образцов является масс-спектрометрия вторичных ионов, позволяющая определять изотопный состав с высокой точностью на микроскопических участках образца. Другой важный метод – электронный микрозондовый анализ, дающий информацию о химическом составе отдельных минеральных зерен. Сочетание этих и других методов позволяет реконструировать историю образца. При какой температуре он кристаллизовался, как долго охлаждался, подвергался ли последующему нагреву при ударных событиях, как долго находился на поверхности под воздействием космического излучения. Последний параметр – время экспозиции на поверхности. Особенно важен для понимания геологической истории региона. Космические лучи, бомбардирующие лунную поверхность, вызывают ядерные реакции в породах, образуя характерные изотопы, которых не было в исходном материале. По накоплению этих изотопов можно определить, как долго порода находилась вблизи поверхности. Если образец происходит из глубины и был выброшен на поверхность недавним ударом, время экспозиции будет коротким. Если он находился на поверхности миллиарды лет, накопление космогенных изотопов будет значительным. Эти данные помогают разобраться в сложной истории перемешивания и переотложения материала на дне бассейна. Параллельно с изучением геологии продолжаются исследования в области лунной геофизики. Одним из нерешенных вопросов остается природа так называемых масконов – концентраций массы под поверхностью Луны, вызывающих локальные аномалии гравитационного поля.
Масканы были обнаружены еще в 1960-е годы по возмущениям орбит искусственных спутников Луны. Большинство из них ассоциируются с крупными ударными бассейнами, заполненными базальтовыми лавами. Базальт плотнее, чем анартозитовая кора, поэтому его скопление создает положительную гравитационную аномалию. Однако детальное объяснение масконов оказалось более сложным. Если просто заполнить впадину базальтом, получившаяся аномалия будет меньше наблюдаемой. Необходимо учитывать изостатическую компенсацию – процесс, при котором литосфера под нагрузкой прогибается, частично нейтрализуя гравитационный эффект массы. Тот факт, что масканы сохранились до наших дней, указывает на то, что лунная литосфера к моменту заполнения бассейнов была уже достаточно толстой и жесткой, чтобы выдержать нагрузку без полной изостатической компенсации. Это накладывает ограничения на тепловую историю Луны. Бассейн Южного полюса Эйткин, в отличие от большинства маскановых бассейнов видимой стороны, не заполнен обширными базальтовыми излияниями. Гравитационные данные показывают сложную картину. В центральной части бассейна наблюдается небольшая положительная аномалия, окруженная кольцом отрицательных аномалий. Интерпретация этой структуры продолжает обсуждаться. Возможно, она отражает комбинацию глубинного мантийного поднятия и неравномерного распределения выбросов. Прямые измерения на поверхности, включая возможные сейсмические эксперименты в будущих миссиях, могли бы помочь разобраться в этой картине. Отдельного обсуждения заслуживает тема лунного магнетизма, которая также связана с исследованиями обратной стороны. Луна сегодня не имеет глобального магнитного поля, подобного земному. Однако образцы лунных пород, доставленные миссиями Аполлон, показали наличие остаточной намагниченности, приобретенной в древности. Это указывает на то, что в прошлом Луна имела активное магнитное динамо – процесс, при котором конвекция в жидком металлическом ядре генерирует магнитное поле. По современным оценкам, лунная динамо функционировала примерно с 4,2 до 1,5 миллиарда лет назад, хотя точные границы этого периода остаются предметом дискуссий. Интенсивность поля в разные эпохи была различной. В некоторые периоды она достигала значений, сравнимых с современным земным полем. В другие была значительно слабее. Механизм поддержания динамо на таком малом теле, как Луна, не вполне ясен. Земное динамо работает благодаря тепловой и химической конвекции в жидком внешнем ядре, но лунное ядро слишком мало для эффективной конвекции такого типа. Предлагались альтернативные механизмы. Прецессионное динамо, приливное динамо, динамо, связанное с ударными событиями, но ни один из них не объясняет все наблюдения полностью. Образцы с обратной стороны Луны могут внести вклад в эту дискуссию. Если намагниченность пород из бассейна Южного полюса Эйткин отличается от намагниченности образцов с видимой стороны, это может указывать на пространственную неоднородность древнего магнитного поля или на различия в истории охлаждения разных регионов. Кроме того, точная датировка пород с известной намагниченностью позволяет уточнить хронологию работы лунного динамо. Теперь обратимся к более практическим аспектам исследования Луны и рассмотрим, как научные открытия связаны с перспективами освоения. Одним из ключевых вопросов для будущих лунных баз является выбор места расположения. Этот выбор определяется множеством факторов: доступностью ресурсов, условиями освещенности, температурным режимом, безопасностью посадки, научной ценностью региона. Южный полярный регион, куда направлены планы и американской программы Артемида, и китайско-российского проекта ИЛРС, обладает рядом преимуществ. В постоянно затененных кратерах полярных регионов температура не поднимается выше минус 200 градусов Цельсия на протяжении миллиардов лет. В таких условиях летучие вещества, включая водяной лед, могут сохраняться неопределенно долго. Орбитальные данные подтверждают наличие отложений льда в этих холодных ловушках, хотя точное количество и форма отложений остаются неопределенными. В то же время на возвышенностях вблизи полюсов существуют участки, которые освещены Солнцем почти постоянно. Из-за наклона лунной оси всего в 1,5 градуса к эклиптике сезонные вариации освещенности на полюсах минимальны. Высокие точки рельефа могут получать солнечный свет более 90% времени, что обеспечивает стабильное энергоснабжение с помощью солнечных панелей и относительно умеренные температурные условия. Сочетание доступа к водяному льду в близлежащих кратерах и почти постоянного освещения на возвышенностях делает Южный полярный регион привлекательным местом для долговременной базы. Однако эти же преимущества привлекают внимание нескольких космических программ, что создает потенциал для конкуренции за наиболее выгодные участки. Международное космическое право, основанное на договоре о космосе 1967 года, запрещает национальное присвоение небесных тел, но не содержит детальных правил использования ресурсов.
Этот правовой пробел становится все более актуальным по мере приближения практического освоения. Соединенные Штаты в 2020 году инициировали так называемые соглашения Артемиды – набор двусторонних договоренностей о принципах деятельности на Луне, включая вопросы безопасных зон вокруг операций, прозрачности деятельности, использования ресурсов. К этим соглашениям присоединилось несколько десятков стран, но Китай и Россия не входят в их число, развивая собственную правовую рамку для проекта ИЛРС. Это создает ситуацию, когда на Луне могут действовать две параллельные системы правил, что потенциально чревато конфликтами или, по крайней мере, координационными сложностями. Вопрос о координации особенно важен применительно к радиочастотам и защите научных зон. Обратная сторона Луны, как уже упоминалось, представляет уникальную ценность для радиоастрономии благодаря защищенности от земного радиошума. Установка там коммерческих или военных передатчиков могла бы свести на нет это преимущество. Ученые настаивают на создании международного режима защиты определенных участков обратной стороны как радиотихих зон, подобно тому, как на Земле существуют национальные радиотихие зоны вокруг крупных радиотелескопов. Однако практическая реализация такого режима требует международного согласия, которого пока нет. Китайская программа, активно работающая на обратной стороне, де-факто становится заинтересованной стороной в этих дискуссиях. Низкочастотный радиотелескоп на Чанэ-4 продемонстрировал научный потенциал защищенной радиосреды. Планируемые миссии могут включать более сложные радиоастрономические эксперименты. Это создает у Китая практический интерес к сохранению радиотишины на обратной стороне, что может способствовать международному сотрудничеству в данной области, несмотря на общий контекст соперничества. Рассмотрим теперь, как технологии, отрабатываемые в лунных миссиях, могут найти применение в более далеких полетах. Луна рассматривается многими специалистами как естественный испытательный полигон для технологий марсианской экспедиции. Между Луной и Марсом есть существенные различия. Прежде всего, наличие у Марса атмосферы, но многие системы, необходимые для обоих пунктов назначения, сходны. Системы жизнеобеспечения замкнутого цикла, регенерирующие воду и кислород из отходов жизнедеятельности, критически необходимы для долговременных миссий. На Международной космической станции функционирует частично замкнутая система, но ее эффективность недостаточна для экспедиций продолжительностью в годы. Лунная база позволила бы тестировать более совершенные системы в условиях, близких к эксплуатационным, но с возможностью эвакуации экипажа в случае отказа. Роботизированные системы для строительства и технического обслуживания – еще одна технология двойного назначения. На Марсе астронавты не смогут полагаться на регулярные поставки с Земли. Им потребуется способность производить необходимые предметы на месте и ремонтировать оборудование. Технологии 3D, печати из местных материалов, автоматической сборки конструкций, роботизированного обслуживания солнечных панелей и другого оборудования могут быть отработаны на Луне с участием операторов, находящихся в нескольких световых секундах, что имитирует условия марсианской миссии. Производство топлива из местных ресурсов, уже упоминавшееся выше, имеет решающее значение для экономики дальних космических полетов. Электролиз воды с получением водорода и кислорода – относительно простой процесс. Но его реализация в лунных условиях требует решения ряда инженерных задач. Добычи льда из вечно затененных областей, очистки воды от примесей, хранения криогенных компонентов. Миссия Чанэ-8, как уже отмечалось, должна включить эксперименты по использованию местных ресурсов, что станет важным шагом в этом направлении. Отдельного внимания заслуживает вопрос о психологических и медицинских аспектах долговременного пребывания на Луне. Опыт орбитальных станций показывает, что длительная изоляция, ограниченное пространство и монотонность окружения создают значительную психологическую нагрузку на экипаж. Лунная база, хотя и находится значительно ближе к Земле, чем Марс, все же представляет собой изолированную среду с ограниченными возможностями связи и эвакуации. Изучение того, как люди адаптируются к таким условиям, имеет прямое значение для планирования марсианских экспедиций. С медицинской точки зрения, главную проблему представляет воздействие космической радиации и пониженной гравитации. Радиационная обстановка на поверхности Луны, измеренная Чанэ-4, подтвердила необходимость эффективной защиты для длительных миссий. Пониженная гравитация, 1/6 земной, создает риск потери костной и мышечной массы, аналогичный тому, что наблюдается у космонавтов на МКС, хотя и, возможно, менее выраженный. Долговременные исследования воздействия лунной гравитации на человеческий организм еще предстоит провести.
Вернемся к научным исследованиям и рассмотрим несколько конкретных направлений, которые могут развиваться на основе данных китайских миссий. Одно из таких направлений – космохимия и вопрос о происхождении летучих веществ на Луне. Долгое время считалось, что Луна практически полностью лишена летучих веществ – воды, углекислого газа, азота и других соединений с низкой температурой кипения. Гипотеза гигантского столкновения предполагала, что при формировании Луны температуры были настолько высоки, что все летучие вещества испарились и улетели в космос. Однако современные исследования показали, что картина сложнее. Вода присутствует в лунных породах в небольших, но измеримых количествах. Она обнаружена в вулканических стеклах, в апатитах, минералах, содержащих фосфор, и в других компонентах лунных образцов. Источников этой воды может быть несколько. Первичная вода, сохранившаяся в глубинах Луны вопреки высокотемпературному происхождению. Вода, доставленная кометами и астероидами после формирования Луны. Вода, образовавшаяся в результате взаимодействия солнечного ветра с лунными породами. Различить эти источники позволяет анализ изотопного состава водорода. Отношение дейтерия к протию D/H различается для разных резервуаров воды в Солнечной системе. Земная вода имеет характерное значение D/H. Кометная вода, как правило, обогащена дейтерием. Вода солнечного ветра, напротив, обеднена дейтерием. Измерение D/H в лунных образцах позволяет оценить вклад различных источников. Исследования образцов Чанэ-5 показали наличие воды с различными изотопными сигнатурами, что указывает на множественные источники. В частности, стеклянные шарики содержат воду с низким отношением D/H, характерным для солнечного ветра. Это подтверждает гипотезу о том, что солнечный ветер является значимым источником воды на Луне, дополняющим другие механизмы. Для образцов с обратной стороны эти исследования приобретают дополнительный интерес. Бассейн Южного полюса Эйткен находится в регионе, где условия облучения солнечным ветром могут отличаться от экваториальных областей. Кроме того, если в этом регионе присутствует материал из глубины Луны, он мог сохранить первичную воду, не затронутую поверхностными процессами. Сравнение изотопного состава воды в образцах Чанэ-6 с данными Чанэ-5 и миссий Аполлон может дать новую информацию о распределении и происхождении лунной воды. Другое направление исследований связано с хронологией лунной геологической активности. Как уже упоминалось, образцы Чанэ-5 оказались значительно моложе, чем все предыдущие образцы. Это открытие поставило вопрос о том, как долго продолжался лунный вулканизм и что его поддерживало. Стандартные модели тепловой эволюции Луны предсказывали прекращение вулканизма около 3 миллиардов лет назад, но реальность оказалась иной. Для объяснения молодого вулканизма были предложены несколько гипотез. Одна из них связывает его с локальным обогащением мантии теплогенерирующими элементами, создающим горячие точки, подобные земным. Другая предполагает особый состав мантии с пониженной температурой плавления, позволяющий генерировать магму при относительно низких температурах. Третья рассматривает приливное взаимодействие с Землей как дополнительный источник тепла, хотя его вклад на современном удалении Луны считается незначительным. Образцы с обратной стороны могут помочь различить эти гипотезы. Если молодой вулканизм связан с локальными особенностями видимой стороны, то на обратной стороне должны преобладать древние породы. Если же механизм глобальный, молодые лавы могут присутствовать и там. Первые данные о возрасте образцов Чанэ-6 указывают на древний возраст материала, что согласуется с первой гипотезой. Но для окончательных выводов необходимы более детальные исследования. Еще одно перспективное направление – изучение следов древней атмосферы Луны. Сегодня Луна фактически лишена атмосферы. Ее поверхностное давление составляет около 1/10 триллионной от земного. Однако в периоды интенсивной вулканической активности, когда лавы извергались на поверхность, выделявшиеся газы могли формировать временную атмосферу. Расчеты показывают, что в пике вулканизма, около 3,5 миллиардов лет назад, лунная атмосфера могла быть в сотни раз плотнее современной. Все еще ничтожной по земным меркам, но достаточной для влияния на поверхностные процессы. Следы этой древней атмосферы могли сохраниться в полярных холодных ловушках. Вулканические газы, включая водяной пар, могли мигрировать к полюсам и конденсироваться в постоянно затененных кратерах. Если эта гипотеза верна, часть льда в полярных ловушках может иметь эндогенное, а не экзогенное происхождение, то есть происходить из недр Луны, а не быть принесенной кометами. Изотопный анализ полярного льда мог бы проверить эту гипотезу, но пока такие образцы не получены. Связь между исследованиями Луны и более широкими вопросами планетологии становится все более очевидной.
Луна не изолированный объект, а часть системы, включающей Землю и, в более широком смысле, всю внутреннюю Солнечную систему. Процессы, формировавшие Луну, связаны с процессами формирования Земли и других планет земной группы. Понимание лунной эволюции помогает понять эволюцию Земли, и наоборот. Одним из примеров такой связи служит вопрос о поздней аккреции – добавлении материала к Земле и Луне после их формирования. Современный состав земной мантии содержит больше сидерофильных, железолюбивых элементов, чем можно объяснить равновесием с металлическим ядром. Это указывает на то, что значительное количество материала было добавлено уже после разделения ядра и мантии, так называемый поздний шпон. Аналогичный поздний шпон должен был осаждаться и на Луне, но в меньшем количестве из-за ее меньшей гравитации. Сравнение концентрации сидерофильных элементов в земной и лунной мантиях позволяет оценить массу позднего шпона и, следовательно, интенсивность бомбардировки в первые сотни миллионов лет. Эти оценки важны для понимания условий, в которых возникла жизнь на Земле. Если поздняя бомбардировка была очень интенсивной, поверхность Земли могла периодически стерилизоваться вплоть до относительно позднего времени. Образцы с разных регионов Луны дают возможность проверить однородность распределения позднего шпона. Если поздняя бомбардировка была статистически однородной, концентрации сидерофильных элементов должны быть примерно одинаковыми по всей Луне. Если же наблюдаются значительные вариации, это может указывать на неравномерность бомбардировки или на местные геологические процессы, перераспределившие материал. Образцы Ченэй-5 и Ченэй-6 расширяют базу данных для таких сравнений. Переходя к обсуждению более отдаленных перспектив, следует упомянуть идеи об использовании Луны как платформы для научных исследований, выходящих за рамки собственно селенологии. Обратная сторона Луны, как уже отмечалось, представляет уникальные возможности для радиоастрономии. Но не только для нее. Гравитационно-волновая астрономия – относительно новая область, открывшаяся благодаря наземным детекторам LIGO и Virgo. Эти инструменты способны регистрировать гравитационные волны от слияния черных дыр и нейтронных звезд, но их чувствительность ограничена сейсмическим шумом Земли. Лунная поверхность, лишенная тектонической активности, ветра и океанских приливов, представляет собой гораздо более спокойную платформу. Концепции лунных гравитационно-волновых детекторов обсуждаются уже несколько десятилетий и могут стать реальностью в отдаленной перспективе, когда лунная инфраструктура достигнет достаточного развития. Оптическая астрономия также может выиграть от лунных обсерваторий. Отсутствие атмосферы устраняет проблему атмосферного мерцания, ограничивающую разрешение наземных телескопов. Медленное вращение Луны позволяет проводить длительные, непрерывные наблюдения одного объекта. Правда, лунная пыль представляет серьезную проблему. Мелкодисперсная, электрически заряженная, она способна оседать на оптических поверхностях и ухудшать их качество. Решение этой проблемы требует разработки специальных защитных систем. Еще более амбициозная идея – использования Луны как базы для дальнейшего освоения космоса. Гравитационное поле Луны в 6 раз слабее земного, что означает, что выход на орбиту с Луны требует значительно меньших энергозатрат. Если на Луне будет налажено производство ракетного топлива из местных ресурсов, она может стать космопортом для экспедиций к Марсу, астероидам и далее. Заправка топливом на лунной орбите или поверхности радикально изменила бы экономику межпланетных полетов. Разумеется, все эти перспективы остаются делом отдаленного будущего. Сегодня мы находимся лишь в начале новой эры лунных исследований. Каждая миссия, будь то китайская, американская, индийская или иная, добавляет кирпичик в фундамент будущего освоения. Научные открытия, сделанные сегодня, определяют направление развития на десятилетия вперед. В этом контексте результаты исследования обратной стороны Луны имеют значение, выходящее за рамки чисто академического интереса. Подводя некоторые промежуточные итоги, можно констатировать, что китайские миссии к обратной стороне Луны достигли ряда важных результатов. Они продемонстрировали техническую возможность работы на ранее недоступной территории. Они получили первые прямые данные о составе поверхности в этом регионе, включая признаки мантийного материала. Они доставили образцы на Землю для детального лабораторного анализа. Они провели измерения, важные для планирования будущих пилотируемых миссий. И они открыли новое направление в радиоастрономии, демонстрируя потенциал обратной стороны как уникальной научной платформы. Вместе с тем, многое еще предстоит сделать. Полный анализ образцов Ченэй-6 займет годы и принесет результаты, которые пока невозможно предвидеть. Будущие миссии к полярным регионам и другим участкам Луны расширят географию исследований. Развитие технологий позволит ставить более сложные эксперименты.
И, возможно, уже в обозримом будущем на Луне появятся первые элементы постоянной инфраструктуры, которые изменят характер лунных исследований от экспедиций к систематической деятельности. Исследование Луны никогда не было изолированным предприятием. Оно всегда было частью более широкого контекста – научного, технологического, политического. Китайская программа не является исключением. Ее успехи отражают не только достижения китайской космонавтики, но и общий тренд возвращения человечества к Луне. Этот тренд, вероятно, продолжится и усилится в ближайшие десятилетия. И открытия, сделанные на обратной стороне Луны, станут частью этой большой истории. Истории постепенного расширения сферы человеческого знания и деятельности за пределы нашей родной планеты.